Всем привет! В этом видео я покажу, как создать кат-сцену, либо синематик и добавить ее в игру. Для того, чтобы создать синематик, нам нужно нажать на эту кнопку и нажать «Добавить видеоряд». Откроется окно, где вы должны выбрать расположение, название вашего синематика. Нажимаете «Сохранить». Если он у вас уже есть, вы можете открыть его здесь, либо в контент-браузере. Можно щелкнуть 2 раза по нему. Открывается окно редактора, секвенсор, в котором производятся все необходимые действия. В первую очередь, для того, чтобы нам сделать синематик, нам, естественно, нужна камера. Можно нажать на эту кнопку, и появится камера, которая автоматически добавляется вот сюда. И ей можно управлять здесь. Смотрите, ей можно управлять как обычным актором, то есть перемещать здесь, в сцене. Либо, если вы нажимаете эту кнопку, то вы как бы вселяетесь в эту камеру, и можно точно так же перемещаться по сцене, и камера будет автоматически двигаться за вами. Далее, для того, чтобы задать ее расположение, то есть нам нужно нажать плюс вот здесь. И, то есть, теперь, когда мы прокручиваем анимацию, она у нас никуда не денется. Ну, то есть у нас всегда будет, мы будем помнить, что камера на самом первом кадре в начале нашего синематика находится именно в этом месте. И далее есть такая еще полезная функция, как автоматическое создание опорных кадров. То есть если вы будете менять какой-то компонент, какое-то свойство, параметр, то она будет автоматически привязываться в виде опорного кадра. Но главное условие, то есть должен быть хотя бы один ключевой кадр уже создан, чтобы у вас не появлялись куча лишних кадров, когда вы двигаете какие-то другие предметы. Далее здесь можно настроить отображение времени в виде секунд, либо кадров, как вам удобнее. Здесь можно менять длину нашего синематика вручную, либо можно это делать с помощью этих клавиш. Нажав на эти кнопки, можно задать текущий кадр как начало, либо конец синематика. То есть я могу вручную переместиться, например, на 5 секунд и нажать здесь, выбрать этот кадр как концом синематика. Вот, теперь дальше, что мы хотим сделать. То есть, когда теперь я двигаюсь, видите, я немножко подвинул камеру, и у нас автоматически создался опорный кадр. Нам этого пока делать не надо. Давайте переместимся на начало. То есть будем работать пока полностью с первым кадром. Теперь, для того, чтобы получилась какая-то кат-сцена, давайте добавим сюда какого-нибудь персонажа. Пускай это будет наш манекен. Давайте его... Опять-таки я отключу пока просмотр из камеры, потому что у нас будет постоянно двигаться камера. Давайте его развернем на 180 градусов. Пускай он будет у нас в ролике как будто бы идти вперед. И теперь нужно нажать здесь плюс, добавить путь актора. Можно выбрать его из списка, либо уже нажать сюда, он добавится в наш секвенсор. Сразу же нужно добавить ему преобразовать ключ, который будет показывать нам наше преобразование. И теперь, когда мы посмотрим... и самое главное еще одно. Если вы добавляете какой-то скелетный меш в анимацию, у вас автоматически будут появляться вот такие контроллеры, которые будут блокировать все анимации, если они у вас готовы есть. То есть эти контроллеры нужны для того, чтобы вручную подвинуть руки, ноги, там, сделать какую-то позу или анимацию. Если вам не нужно делать это вручную, если вы хотите добавить уже готовую существующую анимацию, вам нужно этот контроллер удалить. Теперь давайте его поставим куда нам надо. Так, то есть мы переключимся на вид из камеры. Давайте сместим немножко нашего персонажа вот так вот, сюда. Проще будет работать, я думаю, здесь где-то. Вот тут. То есть, пока давайте так. Теперь давайте ему добавим анимацию этому персонажу. Пускай это будет анимация ходьбы вперед. Он у нас будет идти вперед к двери. Так, нужно растянуть сразу ее на нужное нам время. Теперь давайте его снова чуть-чуть двигаем. То есть у нас в начале нашего персонажа не будет видно, но в конце он будет перемещаться у нас, например, вот в эту точку. Давайте еще чуть-чуть сюда сдвинем. Камеру опустим ниже. То есть давайте сделаем как в трейлерах игр, фильмов, когда у нас камера находится внизу и сзади вперед выходит какой-то персонаж, человек. То есть пока не видно, кто это. Давайте как-то так сделаем. Давайте его еще чуть-чуть сдвинем сюда. То есть он у нас будет чуть-чуть. Так, давайте теперь его прям совсем назад уберем. То есть начальная точка будет у нас здесь. То есть он у нас стоит тут, а в конце он у нас будет перемещаться вот сюда, вот так вот выходить будет. И мы будем видеть потом уже, кто это выходит у нас.
И смотрите, что получается. И теперь самое главное, то есть вот эта вкладка, вот эта строка у нас идет основная строка для переключения камеры. То есть мы тут можем переключаться между камерами, в какой промежуток времени и с какой камеры мы будем смотреть. То есть тут надо нажать плюс, выбрать нашу камеру. Сюда, давайте. Вот. И теперь можно переключаться на вид из главной камеры. То есть если мы нажимаем здесь, и у нас их, допустим, несколько, то у нас мы все будем видеть именно из этой камеры. Если у нас их может быть 2, 3, 10, но если мы нажимаем тут, то тут мы уже смотрим как бы финальный вид. Давайте посмотрим, что у нас получается. Смотрите, у нас персонаж перемещается медленно, а анимация проигрывается быстро. Как это исправить? Мы нажимаем здесь на саму анимацию нашу, нажимаем правой кнопкой мыши. Вот здесь есть вкладка «Свойства». Здесь нужно выбрать Playback. Так, или нет, не Playback, это, по-моему... Так, где у нас тут было Offset, да, по-моему? Так. Нет, все-таки в Playback. Вот есть Play Rate, то есть скорость. Давайте поставим где-то на 0.4. Давайте посмотрим, что получилось. Переносим назад. Вот, теперь у нас персонаж уже как бы более медленно, медленнее идет. Вот, то есть можно даже ему сделать еще чуть-чуть, даже меньше скорость. Давайте сделаем 0.3. Так, где у нас Playback? 0.3. Вот, сохраним, давайте посмотрим, что получается. Угу. То есть в конце видно, что анимация все-таки еще проигрывается, а персонаж уже остановился. То есть для этого нам надо просто его, можно чуть-чуть, слегка подвинуть. Так, где у нас тут все-таки 5 секунд? Давайте это, нам надо сдвинуть прямо на самый конец анимации. Давайте посмотрим, что получается. Вот это вот камеру нашу перетащим, то есть чтобы она ровно 5 секунд шла. Работала, была активна. Давайте посмотрим теперь вид из главной камеры. Вот такая вот начинается кат-сцена. То есть начинается с того, что То есть, видите, в конце персонаж уже стоит на месте, значит, нам надо его просто слегка еще подвинуть чуть-чуть дальше. Чуть-чуть еще вперед, то есть, чтобы он максимально, подольше пошел. Вот теперь вот так, если будем прокручивать, мы видим, что анимация... Нет, да? Давайте еще немножко подвинем. Вот сюда. На всякий случай давайте зададим, что получается. Угу. Да, что-то вот не хочет. Да, не состыковки какие-то у нас идут. Если прям совсем сюда переместить, давайте проверим. Может быть, у нас что-то мы не так делаем. Сделаем поменьше. Да, это мы тут совсем переборщили. Давайте, можно хитрость вот такую сделать, да? То есть этот кадр перенести сюда. Нашего персонажа вернуть на то место, где он должен был быть. И теперь у нас здесь будет уже немножко лучше. То есть вот так вот он идет у нас персонаж. Угу. Давайте еще чуть-чуть все-таки сдвинем вот сюда. Вот так. Вот, и на 5 секундах, то есть у нас не останавливается ни анимация, ни перемещение, но камера уже будет заканчивать свою работу. То есть дальше мы настраиваем дальше, что мы хотим сделать. То есть получается вот такая вот кат-сцена, да? Начало кат-сцены. Можно даже, давайте слегка все-таки приблизим нашу камеру. Все-таки, я думаю, чуть-чуть надо вот так сделать. Угу. Создадим опорный кадр. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь. Чуть-чуть назад. Можно чуть-чуть ниже даже. То есть, чтобы совсем не видно было. И опять я забыл переключиться на начало анимации. Давайте проверим еще раз, что я хотел сделать. Я хотел поднять камеру, опустить камеру чуть ниже, да?
Давайте чуть-чуть ниже ее опустим. Вот так вот примерно. Давайте посмотрим, как это получается. Вот как-то так. Теперь персонажа можно даже еще чуть-чуть вперед сдвинуть, чтобы он немножко дальше шел. Выберем его, чуть-чуть подвинем все-таки вперед. Только не на этом кадре, а на вот этом кадре. То есть, чтобы он у нас немножко дальше доходил. Вот, как-то вот так вот. Давайте посмотрим, что получается. Ну, как-то так, да? Теперь давайте работать будем со следующими 5 секундами. То есть теперь я хочу, чтобы у меня следующие 5 секунд уже был вид из другой камеры. То есть мы снова создаем здесь камеру. Она уже автоматически называется Scene Camera Actor 2. Теперь я хочу, чтобы камера у нас показывала нашего персонажа, как он уже спереди, то есть кто это такой, что он делает, как его зовут, то есть, ну, знакомство с персонажем, да. Пускай будет здесь. Сразу добавим ему опорный кадр сюда на 5 секундах. Теперь давайте сделаем этот кадр началом нашей анимации, а конец сделаем на 10 секундах. То есть ставим на 10 секунд и делаем конец на 10 секундах. То есть теперь камера у нас будет смотреть в нашего персонажа. Давайте чуть-чуть сюда его сместим, чуть-чуть подвинем сюда, чтобы было лучше видно лицо. И также теперь можно у нашей камеры менять показатели фокусировки, да. То есть можно расфокусировать камеру. Это немножко не тот показатель двигаю. Здесь у нас вот фокусировка. То есть есть ручная, автоматическая фокусировка. Давайте сделаем так, чтобы вот так было видно нашего персонажа. Опять я это делаю все на 10 секундах. Давайте возвращаемся сюда. Перемещаем нашу камеру поближе к персонажу. Ну, либо можно менять, например, фокус на расстояние, там, ну, определенные показатели, глубину, depth of field. Я забыл, как это вот по-русски правильно сказать. Давайте вот теперь фокусировку настроим, да? Ну, можно, конечно, нажать пипетку, нажать на персонажа, он автоматически на нем сфокусируется. Теперь давайте слегка сместим камеру сюда. Давайте она будет у нас как бы наезжать теперь на нашего персонажа. Теперь, то есть, начинали мы отсюда. Так, начинали отсюда, и давайте как бы чуть-чуть приблизимся, будем приближаться плавно к его лицу и поднимать немножко камеру, вот так вот. И давайте также ему добавляем преобразование. И теперь смотрите, из-за того, что мы там все-таки анимацию настраивали, хоть бы здесь надо будет ее отключать в дальнейшем. То есть нам нужно эту анимацию ограничить до 5 секунд. То есть где она у нас? Когда мы перетаскиваем, тут сразу появляются у нас подсказки. И вот смотрите, у нас вот такая вот будет наш синематик. То есть смотрите, сначала у нас выходит. Так, надо здесь тоже добавить нашу камеру вторую. И перетащить ее на 5 секунд, да? Вот, теперь смотрите, вот, в общем, что у нас получается. Сначала у нас идет вот так вот персонаж выходит. Так, немножко нам надо настроить все-таки перемещение нашего персонажа. Давайте раскроем его преобразователь. Потому что у нас стоит здесь вот так вот до 5 секунд. И дальше смотрим, что у нас. Вот он идет. Все, на 5 секундах это он останавливается, анимация заканчивается, и у нас должна начать проигрываться следующая анимация. Вот примерно как это будет выглядеть. Давайте переходим на 0. Задаем начало анимации, проигрываем. То есть вот так вот у нас сначала вот так идет персонаж. Потом здесь нужно добавить все-таки, давайте, анимацию. Ему теперь надо делать idle, да? Нажимаем здесь плюс, выбираем idle. Idle, да, просто.
Также ее нужно здесь растянуть до 10 секунд наших. Что у нас получается? Давайте смотреть. Вот примерно вот такой вот вариант. У нас куда-то слетела наша камера. Потому что я не на глобальную камеру переключился, а на первую. Давайте заново посмотрим. Ну вот, какой-то такой вот вариант. Ну давайте пока так и оставим, сохраним. Думаю, тут можно очень долго еще с этим возиться. Много делать, много всего. Теперь, как эту анимацию, эту кат-сцену добавить нам в игру? То есть самый простой способ — это просто запустить ее в начале игры. Для того, чтобы запустить в начале игры, нам нужно перейти в blueprint нашего уровня. Вот здесь, если нажать, можно нажать «Открыть схему blueprint уровня». Теперь, для того, чтобы добавить наш cinematic, нам надо выделить его здесь, в списке наших акторов, нажать правой кнопкой мыши и нажать Create a Reference to Tutorial, или как он у вас еще будет называться. И теперь нам нужно повесить это все на Begin Play, то есть когда происходит начало игры, нам нужно вытянуть отсюда ноду Play Sequence Player. Нажать сюда, перетащить сюда, сюда, сюда. Вот, скомпилируем, сохраняем. И теперь, если мы запустим нашу игру, так, у нас симуляция происходит тут. Вот новое окно. Так, давайте я его сейчас растяну на этот. Вот мы запускаем игру. Запускается наша кат-сцена. Но у нас, видите, спаунится наш персонаж и блокирует нам это все. Как это исправить? Нам нужно открыть точнее выбрать наш туториал. И здесь есть такое, как такой показатель «Отключить скрыть игрока». Также можно заблокировать ему ввод, движение взгляда, то есть чтобы он не мог перемещаться, бегать, пока проигрывается анимация Cinematic. Ну и в принципе можно добавить его, нажать ему автоплей, то есть тогда в принципе здесь в нашем блупринте это в принципе можно и не делать. Давайте проверим, как это все сработает. Запустим. То есть смотрите, запускается Cinematic. Такое как бы ввод. И потом сразу же включается игра. Все, то есть, соответственно, нам надо потом это вот все убрать куда-то, скрыть нашего персонажа, который остался от синематика. Ну и все, в принципе, вот так. Второй вариант, это когда можно сделать, это можно, знаете, как сделать даже еще, чтобы было совсем уже более-менее правильно. Давайте откроем наш синематик. И теперь в конце на 5 секундах добавить еще один показатель, это как visibility, то есть видимость, или даже hidden in game, его просто спрячем из игры. Actor hidden in game, то есть практически все параметры, которые вы можете найти здесь, либо в самом блупринте, можно добавить сюда в анимацию. То есть у нас есть здесь видимость. Давайте перейдем на начало. Видимость у нас стоит как true, добавим сюда, а в конце мы ему сделаем вот так. Давайте сохраним, попробуем запустить. То есть он у нас просто должен исчезнуть в конце. Не исчез почему-то. Давайте попробуем разобраться. Почему? Потому что у нас есть тут... Нет, это у нас другой. Это все у нас не то, это другое. Где наш SKM Simple? Давайте сделаем ему тогда чуть-чуть, я думаю, нужно сделать не так. Так, Hidden in Game. Я добавил уже, да? Actor Hidden in Game. Видимость. Давайте чуть-чуть сместим этот ключ сюда. Вот как-то так, да? Чтобы он чуть-чуть раньше у нас исчез. Нет, так не хочет. Давайте теперь еще по-другому сделаем. Давайте теперь, в принципе, здесь его спрячем. Ну-ка, давайте попробуем так. Сработает ли?
Попробуем так. Теперь он вообще полностью у нас исчез. Да, то есть в конце у нас должен исчезать. Давайте вот так вот проверим. То есть он у нас либо есть всегда, либо его нет никогда. Ну, конечно, можно изобретать костыли. Я так понимаю, еще нужно просто закрыть наш секвенсор. То есть, видите, да, он у нас здесь по умолчанию. Да, я не совсем правильно вам объяснял. То есть, просто-напросто нам надо куда-нибудь его спрятать, куда-нибудь сюда убрать. И теперь будет вот так все работать. Ну, тут у нас тоже уже какие-то косяки идут в том плане, что у нас появляется наш виджет взаимодействия, потому что по факту мы уже начинаем игру вот здесь, перед нашей дверью, и мы сразу можем с ней взаимодействовать. Если я немножко перемещу Player Start или отключу на время синематика возможность взаимодействовать игроку, то тогда этой надписи не будет. Вот. И теперь второй способ — это запустить наш синематик, когда мы будем попадать в какую-то область. То есть давайте добавим область, box collision. Так, где у нас тут? Ну или даже триггер бокс он называется, да, правильно. То есть триггер — это как бы запуск, то есть при пересечении этого триггер бокса можно настроить какую-то логику. Давайте сделаем ее чуть побольше, то есть условно, когда мы будем заходить в этот куб, будет запускаться наша катсцена. Для этого нужно открыть схему blueprint уровня, создать ссылку на этот триггер бокс, теперь нажать у него on actor begin overlap вроде. Так. Overlap. Так, нет, это связать. Давайте on actor begin overlap. Так, вытащим. On actor begin. Вот, add on actor begin overlap, да? Угу. Триггер, вот, сразу появляется привязка к триггер-боксу. То есть, когда у нас происходит пересечение нашего персонажа, то есть можно сразу же проверить, является ли он нашим игровым персонажем. Cast to BP, first person character. То есть, если это он, то будем запускать нашу кат-сцену. Давайте проверим, как это будет работать. То есть сначала у нас идет синематик стандартный в начале игры. Давайте, чтобы каждый раз не смотреть, я в следующий раз его отключу, автовоспроизведение. И теперь мы должны, если пересечем наш бокс, опять проигрывается та же самая анимация. То есть вот так вот можно настраивать наши кат-сцены, включать их в нашу игру и так далее. На этом видео, я думаю, можно закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.